Всем здравствуйте, я не знаю, в каком порядке выйдет именно это видео, возможно раньше в конце января, но если то есть ближе к делу, то в этом видео речь пойдет об одном мини-компьютере, который я должен был снять еще в середине 2020-го. Не знаю, почему я раньше не снимал его, наверное, не было особо интересно, но сейчас, по сути, любой компьютер уже имеет значение, и тем более это не простой черный ящик, собранный из всяких фекалий, а это мощный компьютер и еще при этом в мини-формате. Короче, стоит этот маленький ПК $760, он собирается вроде бы в Китае, фирмой, которая находится в Африке, то есть в Америке, хотя точно я не знаю, но самое интересное, в этой коробочке находится 8-ядерный, внимание, 16-поточный Ryzen 7 4800U со встроенным видеочипом, который тянет даже что-то на средних Full HD 60 FPS. Далее у него 16 оперативы в двухканале на частоте 3200, еще сюда поставили быстрый NVMe накопитель на 1 терабайт, и все это питается внешним блочком питания через Type-C на 55 Вт. По сути, это мощное ноутбучное железо без дискретной видеокарты, но с нормальным встроенным видеочипом и довольно шустрым процессором, что умеет работать на частоте от 1800 до 4300. Причем это далеко не самая мощная модель, то есть мини-компьютера у данной фирмы Minis Forum, у них есть бюджетные модели и по $350, и даже топовые на 9-м Ryzen 5900HX или с новым интеловским Iris Xe. В общем, есть из чего выбрать, все это я протестирую в этом видео, разберем саму коробочку, а сейчас, парни, небольшая, полезная и весьма интересная пауза, и потом мы уже сразу вернемся к теме нашего видео. Итак, хочу рассказать вам о необычном сервисе Code4Game. Если вкратце, то это не просто продажа ключей и подписок, а фишка заключается в том, что вы сможете купить игры и прочие дополнения, внимание, не за реальные денежки, а за бонусы от партнеров этой платформы. То есть это те бонусы, которые вам начисляются за ваши покупки, там в Сбер спасибо, мультибонус от ВТБ, город на карте тройка и так далее. Плюс к этому, помимо множества игр и валюты для ПК и PlayStation, вы сможете оплачивать бонусами подписки для Xbox Game Pass, EA Play, PlayStation Plus и даже облачный гейминг GFN. К примеру, тот же God of War, что вышел вот буквально неделю назад, то есть новинка, обойдется вам всего лишь 32 рубля вместо 3150, если вы заплатите за него за счет бонусов, о которых я рассказывал вам выше. На сайте очень большой ассортимент предложений, постоянно обновляется список. Одним словом, если у вас имеются бонусы на вашей карте, то не тратьте реальные денежки, а рассчитывайтесь на сайте Code4Game именно вашими бонусами. Переходите по ссылочкам в описании и пользуйтесь с удовольствием. Ну а мы вернемся к теме нашего видео. Итак, разобрать мини-компьютер довольно просто. Откручиваем сперва 4 винта, то есть в нижней части, и вот перед нами первая, то есть лицевая часть внутренности. И вот в этой области мы видим два слота с оперативной памятью, далее видим SSD накопитель, рядом с ним Wi-Fi антенна, ну и далее всевозможные элементы. Весьма интересно, что силовая часть со всевозможными фазами питания и транзисторами, она закрыта металлической пластиной для отвода тепла, и даже на самом накопителе тоже прилепили небольшой радиатор, что явно указывает на некую заинтересованность сборщика в температуре железа. Обычно, если помните, плевать компании, то есть они хотели на всякие там температуры, но тут подошли, видимо, с долей внимания к этому вопросу, и, кстати, память тут обычная ноутбучная, две плашки по 8, стандарта DDR4 на частоте 3200, и это правильно, потому что будет тут, скажем, распаянная память на материнской плате, то прокачивать и расширять уже нет ничего смысла. Так, если взять дешевую модель вот примерно такого же мини-компьютера на 8 оперативы, то потом можно еще добавить 8, и все это делается абсолютно без проблем. Плюс еще, что интересно, сам накопитель тут стоит в слоте M2, и это не значит, что больше сюда не поставить уже ни один SSD или, скажем, там обычный винт. Нет, можно установить еще один SSD или даже два SSD, но для этого нужно к тыльной крышке под пластиковой крышкой, то есть к ней можно прикрутить специальный брекет и на него уже налепить два накопителя в формате 2,5 дюйма. Но окей, здесь все понятно, я думаю, едем далее. Теперь я решил, то есть раскрутить внутренности, и опять-таки, раскрутив 4 винта, можно без проблем снять полностью материнскую плату, и тут меня ждал приятный сюрприз. Это не то, чтобы я там, знаете, нахваливал сей компьютер и мне заплатили за этот обзор. Нет, мне не платили, то есть я снимаю чисто ради интереса и контента. Так вот, приятный сюрприз именно в том, что на процессор поставили полноценный крупный радиатор с вертушками 90 мм. Если честно, я думал, тут будет максимум пассивный кусочек металла или турбина подобный ветродув, но нет, сюда, то есть прикрутили, причем именно прикрутили на 4 винта полноценное охлаждение, что бывает крайне редко даже в компьютерах. И я прям 100% сразу понял, что температура процессора тут будет, то есть не 90, не 95, как в тех же
ноутбуках, так что пока что я ставлю просто жирный плюс за внимание компании к температурам железа. Видно, что они старались хотя бы, то есть заботились об этом вопросе, и также я плюсую само качество сборки и прочность корпуса. Единственное, в чем минус, это то, что корпус не полностью металлический, тут алюминиевый, лишь боковые части корпуса, все остальное это пластик. Хотелось бы, конечно, чтобы все было металлическим, как в том же iMac mini, но видно, что тут как бы экономили на материалах, чтобы снизить общую стоимость, хотя да и сам iMac тоже вот как бы минимально стоит $1000 на всратом железе и 8 оперативы, а тут 16 оперативы, большой SSD, есть возможность прокачивать, и стоит он не $1000, а 670, сколько там, 700, не помню, то есть что-то такое там с копейками, так что да, цена имеет значение, и наконец-то, парни, давайте таки проведем небольшие тесты, и сперва я точно убедился, что за процессор стоит внутри компьютера, и да, на самом деле это 7-нанометровый Ryzen 7 4800U на 8 ядер 16 потоков, это вполне такой шустрый камень и для работы с документами и таблицами, то есть можно делать и просмотры в 4К видео, и даже не поверите, но монтаж видео и прочее, все это можно делать на этом процессоре. Его мощность плюс-минус имеет одинаковую скорость с настольным Ryzen 5 2600, и в целом, знаете, для домашних условий он более чем сойдет. Иное дело это накопители, вот тут уже непростой SSD стоит, он быстрый, то есть NVMe, и запуск игр и прочие приложения тут быстрее, чем у стандартных накопителей. Что насчет видеочипа, то по идее он сможет запустить игры не просто на самых минимальных 720p, а я специально подключил свой второй Full HD монитор на 24 дюйма к этому мини-компьютеру и попробуем запустить хоть что-то на средних Full HD. Итак, друзья, начнем с Counter-Strike, все настройки на средних, и что ж, мы видим порядка от 80 до 110 FPS. Лучше всего точные цифры видны, если снимать, скажем, прямиком с экрана монитора, тут все данные фреймрейта точно отображаются. Иначе, если делать захват видео через Afterburner, то теряем там от 5 до 15 кадров. В целом же Counter-Strike, это, понятное дело, не требовательная тема даже для мини-компьютера без видеокарты, но мне нравится иное в этой теме, это невысокая температура железа, то есть в среднем она держится на отметке 57-60+. Местами, конечно, бывает, то есть поднимается до 80, пока не включится вертушка внутри корпуса, и потом уже будет буквально через секунду, то есть очень мало времени проходит, и у нас стабильные не больше 60, и при этом шум, как бы издаваемый самым компьютером, он, я думаю, в 3 раза тише, чем в любом ноутбуке, то есть в плане температуры и шума тут вообще все замечательно, и это без всяких там хитростей, чтобы, знаете, пропиарить сам продукт. Нет, по факту перед нами цифры, и не встретить как бы сегодня ноутбук, который вот в работе имел бы 58 градусов на 8-ядерном 16-поточном процессоре с видеочипом. Обычно там 75, 80 и больше, и void при этом шумит сам ноут на всю комнату. И, наверное, вы уже как бы заметили, что в процессе общения о температуре я плавно перешел на Rainbow 6. И тут, кстати, на среднем пресете Full HD все же удалось получить 60 FPS. То есть это вот прям не то, что такие суперстабильные 60, там порядка 55-60 плюс все же получается. И можно комфортно даже стрелять с нормальным фреймтаймом. Таким образом, всякие там сетевые темы вроде контры, доты, знаете, танков и так далее, все они комфортно запускаются на этом железе мини-компьютера. Есть даже 60 FPS на средних Full HD. И я считаю, что для компьютера, то есть таких размеров без видеокарты, это более чем достойное начало. А что будет дальше, скажем так, если, например, запустить что-то более сложное, например, Forza 5 или GTA 5, Ведьмак 3 и так далее на средних и прочее. Даже я не знаю, с чего начать, пожалуй, начнем с конца. Это Ведьмак 3, и вот тут уже сразу мне дают понять, что встройка это не про синглплеер, и Ведьмак 3 на средних без эффектов, но в Full HD очень некомфортно работает, то есть не больше 25 кадров. И это еще при том, что постоянно, то есть выпадают фризы, что ставит крест на прохождение. Но есть небольшой выход, чтобы улучшить ситуацию, причем кардинально улучшить. И вот для этого нам придется потерять зрение, перейдя на разрешение 720p. На 24 дюймов это очень сильно начинает мылить картинкой, и только если у вас дома есть монитор старенький с нативным 720p, только вот в таком случае у вас будет нормально видно все на экране. Зато фреймрейт при этом сильно вырос. Уже не 25 кривых кадров, а целые 40 или даже местами 45. Если честно, я не очень понимаю, зачем в 2022 люди все еще терпят эти 720p и кто вообще запускает в таком низком разрешении. Но потом я, знаете, вспомнил вот канал Дяди Ностальжи со сборками по 200 тысяч, то есть по 200 рублей, и там куча людей, то есть 800 тысяч подписчиков, кому интересны компьютеры по цене доширака. И вот эти люди и запускают именно они в 720p на минимальных настройках. Это печально, если честно, то есть осознавать, что 800 тысяч людей
людей, то есть имеют проблемы со зрением, находясь при этом за чертой бедности, и так не познали они вообще в своей жизни хотя бы Full HD. У меня же, как бы, я думаю, элитные зрители, для них уже минимально это Full HD, и опускаться, то есть до уровня, то есть самооценки ниже 720p, это мы как бы еще не собираемся. Так что в Ведьмаке все печально, однако ситуация не критичная, ведь следом я запустил GTA 5. Вот тут есть приятные новости. Маленький компьютер тянет таки нормально GTA в 45-50 FPS, выжимая на своем железе на стандартных настройках Full HD. И можно, да, то есть можно нормально пройти пятую часть, если вы еще не прошли ее, скажем, 10 лет назад. Вот как бы так. Ну и в конце давайте таки запустим новинку, прям очень свежую, Forza 5 на средних Full HD. И знаете, тут тоже хоть и с натяжкой, но все-таки на средних Full HD есть стабильные 30 FPS. К сожалению, тут не работает FPS монитор, только вот как бы, ну, старенький автобюнер, поэтому и не очень видно, то есть цифры фреймрейта на мониторе, и придется перейти на запись с экрана. И тут мы, как бы уже, я вам напоминаю, теряем 5-8 кадров, это минимум. То есть в среднем без записи с экрана 30-34 и более нормальная кривая фреймтайма. В общем, что можно сказать как бы в конце этого видео? Однозначно этот продукт от фирмы Minis Forum я бы не стал, то есть рекомендовать и рассматривать прям чисто под игры, да, то есть это как бы нет, это прикольная штука для домашних задач, для офисных приложений, то есть там для работы с фото и даже с видео, но сама возможность запуска сетевых шутанов, вроде там доты, там не знаю, там КС танков на средних Full HD, это просто такой, знаете, приятный бонус, если вы не сильно такой требовательный человек и вам, скажем, не нужны прям последние новинки. Так, чисто по фану запустить танчики, сделать пару каток в доте или посидеть в КС, это вполне возможно. За $750 или 55 тысяч рублей можно вот как бы сегодня собрать уже нормальный компьютер, он будет лучше, чем этот в плане игр, но опять же, это ну не та тема, тут больше знаете о формате компьютера, он маленький, в меру мощный, а не, скажем так, уродливая черная коробка из DNS у вас под столом, это вот абсолютно разные вещи. Я снимал это видео чисто, чтобы узнать, что там как бы у нас вот в мини-формате, и как видим, все здесь вполне развивается. Железо становится мощнее, и через 5 лет, я уверен, будут маленькие компьютеры, способны запускать даже, не знаю, там Киберпанк 60 FPS. Вся надежда на встроенные видеочипы и что не будет второго сезона пандемии COVID-2022. Вот как бы вот так. На этом у меня все, друзья. То есть не болейте, я вам желаю только здоровья. Увидимся уже очень скоро. Еще раз до новых встреч на канале. Всем пока.